Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю белковую глазурь для куличей. Делать я ее буду с наименьшим количеством сахара, насколько это возможно. И также покажу, как ее сделать наиболее безопасной в простых совершенно домашних условиях. Будем пастеризовать с вами белок. Расскажу все нюансы, чтобы белок у вас не свернулся ни в коем случае. Также поделюсь советами, как ее правильно нанести на кулич, чтобы она максимально сохранялась у вас на куличе, чтобы она наименьшим образом у вас крошилась. Итак, я здесь пекла несколько партий куличей. Здесь я пеку прям горячих. У меня сейчас будет 4 кулича и один уже остывший. Но нам нужны сейчас горячие куличи для нанесения глазури, чтобы она лучше у вас схватывалась, быстрее схватывалась и лучше держалась. Яйца для глазури следует брать всегда максимально свежайшие. Перед разделением яиц на желтки и белки я очень хорошо промыла яйца и продезинфицировала их пищевым спиртом. Итак, здесь у меня 2 белка. Добавила к ним 8 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахара. И вот сейчас я размешала все это и ставлю сейчас эту миску. Миску берите такую, чтобы вам было удобнее с ней работать. Ставлю это все на паровую баню. В ковшике, если вы заметили, воды у меня всего лишь на 1 палец. То есть воды много ни в коем случае нельзя наливать. И я думаю, что это и понятно, что вода ни в коем случае не должна касаться миски. То есть только пар должен нагревать эту миску. И сейчас мы доведем вот эту вот белковую смесь до 70 градусов Цельсия. Вот сейчас здесь у меня 66, и постоянно нужно ее мешать. Если вы будете нагревать просто один белок без сахара, у вас коагуляция этого белка, то есть вот это сворачивание белка у вас произойдет примерно около 60 градусов. Но мы здесь добавили сахар, и он нам здесь очень помогает. С сахаром белки сейчас будем заваривать примерно около 10 минут, и с ними абсолютно ничего не будет. Вот это очень многие не знают, здесь ничего с ними не произойдет. Вот сейчас у меня масса уже нагреется до примерно 73 градусов, и я снимаю эту миску с огня. И вот пока до 70 градусов у меня держится это в миске, я это также перемешиваю постоянно, без подогрева, просто на столе, грубо говоря, здесь на плите. Как только у меня масса опять опускается до 70 градусов, я опять это все ставлю на огонь. Потому что бактерии погибают от 70 до 75 градусов, в основном сальмонеллы, в течение 5-10 минут. То есть мы не даем этой массе опускаться ниже 70 градусов, ставим ее опять подогреваться. Мы не даем особо подниматься выше 75 градусов, чтобы белок уже не свернулся. Вот это здесь очень важно. То есть держимся постоянно в этом диапазоне между 70 и 75 градусами. Вот это очень важно. И вот я забыла вам сказать, когда у меня масса уже нагрелась до 70 градусов, огонь я под этим ковшиком сократила до 2 из 9 делений. То есть огонь минимальнейший, она кипит, да, она поддерживает постоянно вот эту вот температуру константную 70-75 градусов, но не выше. Вообще рекомендуется во избежание этих бактерий 70-75 градусов от 5 до 10 минут пастеризовать белок. У меня здесь прошло уже 8 минут. Я сейчас сниму с огня, и еще пару минут эта масса спокойно, уже без подогрева, будет держать температуру примерно 70 градусов. То есть дальше я уже ничего здесь не завариваю, потому что она сама уже очень-очень горячая. То есть вот 10 минут я, в принципе, выдержала это уже с лихвой. Здесь у меня было в миске отмерено 100 грамм сахарной пудры. 2 столовые ложки я оттуда добавила. Это ровно 30 грамм. Я потом миску еще раз взвесила. Взбиваю сейчас вот примерно полминуты вот всю эту массу. И добавляю туда 1/4 чайной ложки, я просто щепоткой это взяла, лимонной кислоты. Лимонную кислоту сразу, когда вы будете пастеризовать белок, добавлять не нужно, потому что это может повлиять на консистенцию белка. Лимонную кислоту здесь, как и я, добавляйте уже на конечном этапе взбивания, либо же вместо 1/4 чайной ложки лимонной кислоты вы можете добавить 1 чайную ложку лимонного сока. И вот сейчас после введения лимонной кислоты я вам показывала процесс уже в реальном времени. То есть я взбивала эту меренгу менее 20 секунд, и уже она готова. Больше ее взбивать не имеет смысла, чтобы хотя бы она у нас успела нанестись на куличи, потому что она будет застывать очень-очень быстро. И благодаря тому, что мы прогревали здесь долго эту смесь, она у нас, как и по принципу швейцарской меренги, безе всегда получается более плотной, чем на французской меренге, то есть без прогрева, у нас глазурь это будет тоже более плотная и будет лучше держаться на куличах. Тут только
плюсы вот от того, что мы прогревали. И безопасно в плане бактерий, и сама глазурь будет лучше по качеству и меньше сахара берет. Сейчас, наверное, подавляющее большинство и кондитеров, и домохозяек используют именно желатиновую глазурь. Для куличей я тоже ее очень люблю, но даже в моем самом близком окружении есть люди, которые до сих пор больше всего все-таки по вкусу любят именно белковую домашнюю глазурь. Кто вот любит ее, и кто все-таки сомневается по поводу бактерий в ней, и чтобы она не так крошилась, используйте этот метод. 10 минут лишних потратить для своей семьи на заваривание этого белка, на пастеризацию белка, это не так уже и много. Зато здесь наиболее безопасный способ в плане бактерий, потому что другого способа здесь, к сожалению, нет. В домашних условиях, как ее сделать наиболее безопасной, эту глазурь. И в плане консистенции она будет только плотнее и только лучше, эта глазурь от этого. Подтеки вот так вот делаю ложкой. Вы можете ее не довзбивать вот так до конца. То есть взбить ее буквально секунд 10-15, чтобы она имела еще очень такую жидкую консистенцию. Добавить тоже лимонную кислоту обязательно для вкуса. Тогда она у вас будет стекать вот такими подтеками, будет менее плотная, более прозрачная. И это все на ваше усмотрение. Не нужно добавлять в нее вот прямо тонну сахарной пудры. Раньше хозяйки, я помню, добавляли на один белок аж 100 грамм сахарной пудры. Но это очень много, это очень приторная она получается. У меня здесь были достаточно крупные яйца, то есть вес здесь двух белков у меня составил 70 грамм. И мы взяли, по сути, в 2 раза больше сахара. 140 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара, у меня получился общий вес сахара по отношению к белкам. То есть ровно вдвое больше по принципу швейцарской и французской меренги. Куличи еще у меня очень-очень теплые, они очень еще мягкие, я с ними обращаюсь крайне бережно, потому что я их боюсь повредить. И это мои куличи на желтках. Несколько дней назад я выставляла видео у себя на канале, ссылочку я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. В правом верхнем углу экрана вы увидите вот сейчас эту ссылочку, вам покажется, чтобы вы прошли по этой ссылке и посмотрели именно то видео, кого заинтересует, с рецептом этих роскошных, очень сдобных, классических таких куличей, которые очень долго не черствеют, которые прекрасно нарезаются. Здесь вот эта глазурь сейчас, так как мы наносим ее на очень еще теплые куличи, она будет очень быстро схватываться. И здесь все ваши украшения, которые вы хотите на нее наносить, нужно сразу приготовить их заранее. Высыхает она очень быстро. Верх ее застынет уже сейчас, прям вот буквально у вас на глазах. То есть, если вам куличи, покрытые именно этой глазурью, нужно будет срочно транспортировать, допустим, нести их в храм, освещать, их уже смело можно поставить в корзинку, с ними ничего не произойдет, даже можно прикрыть их пакетом, глазурь будет абсолютно не липкая. Потом, уже спустя часа 4, она у вас уже полностью застынет, она будет уже неподвижная абсолютно, не мягкая, то есть абсолютно как вот мы привыкли. И, конечно, чтобы у вас не было вот этого яичного запаха, берите максимально свежие яйца для любой глазури, для любых изделий. И когда вот так вот завариваете, у вас все равно будет изделие уже очень хорошее. Видите, пока я готовлю последний кулич для покрывания глазурью, у меня глазурь уже начала схватываться даже в миске. Поэтому ставьте ее либо под пищевую пленку, либо под пакет, чтобы она у вас вот постоянно оставалась как бы такая влажная. Конечно, я думаю, многие знают, что за столько лет, кто вот ей уже пользуется, что можно там пару капель воды добавить, чтобы она опять расшевелилась, эта глазурь. Но если она у вас корочкой пойдет, это уже будет очень плохо. Поэтому лучше сразу ее в миске чем-то накрыть. У меня здесь время еще позволяло, поэтому я ничем не накрывала, потому что перед камерой постоянно пленкой туда-сюда это делать, это не очень хорошо для видео. Но вы знаете, что вам нужно ее держать постоянно под пленкой, если вы где-то замешкаетесь. Вот такие вот украшения из мастики, я делаю их сама. Вот эти розочки, которые центральные, это у меня молды такие. То есть в эти молды кусочки мастики помещаются, делается оттиск, и потом уже у нас готовая розочка. Вот эти цветочки маленькие из мастики, тоже есть специальное у меня видео, даже как я их делаю. Ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео, как их сделать. И видите, уже вот с красными цветочками, где у меня кулич, уже посыпка практически не прилипает по бокам. Это уже бесполезно.
уже бока все схватились. То есть посыпку нужно посыпать прям сразу же. Я здесь в видео показываю каждое свое действие как бы опосредованно. Вы так не делаете, вы сразу каждый кулич украшаете вот индивидуально каждый. То есть нанесли глазурь и сразу его нужно украшать, иначе у вас просто ничего не схватится. Вот такие вот у меня куличи получились. Сейчас у меня прошло буквально здесь несколько минут. Я сразу сейчас вам разрежу этот кулич. И вот видите, где у меня глазурь тонко нанесена, если он у вас постоит дня 3-4, у вас вот на этих тонких местах может проступать масло на очень сдобных куличах. Знаю уже тоже из собственного опыта. Поэтому такую глазурь всегда рекомендуется наносить очень обильно. Она и лучше будет у вас держаться, вот белковая классическая глазурь. И также не будет проступать вот этого вот масла от кулича. Я думаю, что многие это знают тоже из опыта. Так кулич еще в полуостывшем виде нарезается. Это вот мои куличи на желтках. Здесь я их делала с клюквой, поэтому разрез такой, это не изюм, это клюква вяленая. Вот так вот сейчас я вам разрежу уже на следующий день. Естественно, глазурь уже застыла полностью. Она вообще уже неподвижная. Она полностью прекрасно держит форму. Куличи у меня здесь тоже уже идеально нарезаются. Это вот куличи у меня на желтках также. Здесь цукаты, клюква. Видите, как хорошо она нарезалась. Есть, конечно, небольшие крошки, но не экстремально. Это благодаря тому, что мы долго проваривали этот сахар также. Потому что если просто перемешать сейчас с сахарной пудрой, все равно эффект такой не будет. Вот когда вот долго он так прогревается, гораздо лучше. Это по принципу швейцарской меренги, по сути. Всегда на швейцарской меренге безе получается более плотное. То же самое, что здесь. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.